На протяжении последних 2 недель цена биткоина пытается уверенно зафиксироваться выше 35 тысяч долларов, чтобы продолжить рост и пробить новый годовой максимум. Но с каждым днем он консолидируется, волатильность его цены падает и не достигает больше 3%, чего нельзя сказать про альткоины, которые прямо сейчас растут от 5 до 20% в день. И поверьте, это происходит не просто так. На крипторынке есть такая вещь, как альтсезон, когда доминирование биткоина падает из-за того, что новый капитал начинает поступать в эфириум и многие другие монеты. Так вот, если мы посмотрим на график доминирования биткоина, то увидим, что оно падает. А индикатор альтсезона сигнализирует о том, что сейчас мы находимся на этапе зарождения сильного роста альтов, после которого монеты будут фиксировать нереально высокие проценты роста. Поэтому сегодня в ролике я для вас подготовил несколько монет, которые покажут лучшие результаты на предстоящем альтсезоне. И, кстати, те, кто следит за нашими последними топами монет, знают, что перед активным ростом мы рекомендовали покупать не только Solana, которая выросла на 60%, но и монету Link, TON, Bitcoin Cash и многие другие. Так что этот ролик точно заслуживает вашего лайка. Ведь только благодаря вашей поддержке мы делимся с вами лучшими монетами, на которых вы можете зарабатывать. И если вы желаете увидеть вторую часть монет, которые вырастут на этом альтсезоне, давайте наберем 800 лайков, и мы сделаем для вас это видео. А вам я желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, в преддверии потенциального альткоин-сезона мы для вас подготовили 3 монеты, которые на сегодняшний день уже начинают показывать хорошие результаты, а учитывая положительные сигналы различных индикаторов, они могут показать еще более активное движение уже в ближайшее время. Но если вы желаете получить название 4-й секретной монеты, то переходите в наш телеграм-канал, ведь прошлая монета Avi выросла на 20% после нашего поста в Telegram, где вас также ждут самые актуальные новости и только эксклюзивная информация, которая позволит вам 24/7 оставаться в курсе всех главных событий. Поэтому переходите и обязательно подписывайтесь. Вообще, когда мы говорим о масштабном росте рынка альтов, когда большое количество монет показывает очень хорошие проценты прибыли, это называется альтсезон. И перед тем, как мы разберем, какие монеты лучше всего покупать во время предстоящего альтсезона, давайте рассмотрим некоторые данные, которые помогут нам понять, насколько сильным будет новый альтсезон и на каком его этапе мы находимся. Во-первых, любые альтсезоны, которые мы наблюдали ранее, начинались с роста именно биткоина, потому что это первая крипта, в которую начинают отправлять основную часть капитала. И вот как раз таки в середине октября первые денежные объемы пошли в биткоин. Далее наступает фаза, когда активность покупки биткоина уменьшается. Его цена остается на одном уровне и уже увеличивается приток капитала в эфир, который является самым главным альтом на рынке. Но когда инвестиции в эфир достигают пика, часть ликвидности, конечно же, отправляется по всем альтам и в конечном итоге мемкоинам, шиткоинам и другим малокапитализированным монетам. Так вопрос, где мы находимся сейчас? А ответить на этот вопрос нам поможет график. Если взять в учет первую фазу, где доминирует биткоин, то на графике доминации биткоина мы видим, что его доминирование превысило 50% в начале октября. Но после того, как 25 октября биткоин достиг пика в 35 тысяч, его доминирование начало падать. Но при этом цена не падала, а консолидировалась на одном уровне. А после этой консолидации доминирование начало падать вниз, до 3% буквально за неделю. И как вы думаете, что в это время начали покупать инвесторы? Правильно, эфир. А теперь, если на график цены биткоина мы наложим график эфира, то мы заметим, как 3 ноября цена эфира начала превосходить биткоин почти в 2 раза. И если мы вернемся на вот эту схему, станет ясно, что прямо сейчас рынок находится во второй фазе, когда активно скупают эфириум. Накоплением эфира сейчас занимаются не только розничные инвесторы, но и киты, потому что данные Sentiment показывают, что за последний месяц киты увеличили накопление, а вывод эфира с бирж достиг более 200 миллионов долларов, что означает самый большой отток за 7 дней с августа. И, кстати, на этом фоне эфир вырос на 7% за неделю, а также вот этот радужный индекс от Blockchain Center сигнализирует о том, что эфир все еще находится на подходящих уровнях для накопления. И в это же время индикатор альткоин-сезона уже вышел из фазы доминирования биткоина и плавно начинает двигаться вверх, потому что многие монеты показывают хороший рост. То есть эти показатели также подтверждают,
утверждают, что сейчас мы уверенно находимся во второй фазе, которая приближает нас к началу полноценного альткоин-сезона. И несмотря на то, что он будет немного отличаться от предыдущих, факт остается фактом, и альты уже начали свое движение. А вот теперь, когда мы понимаем, что нас ждет в будущем, давайте же рассмотрим, какие монеты могут вырасти больше всех во время этого альт-сезона, потому что купив монеты сейчас, ваш потенциальный профит может быть значительно больше, чем если покупать монеты на самом пике. И первой монетой, на которую вам стоит обратить внимание, станет XRP, и причина, по которой он попал в наш сегодняшний топ, является масштабная конференция Ripple, которая пройдет с 8 по 9 ноября в Дубае, где будут обсуждать множество вопросов, касающихся финансов, цифровых активов и блокчейна. На этом фоне XRP уже вырос на 30%, и это наглядный пример того, что монеты всегда растут до таких важных событий. Вот поэтому все участники нашей подписки Coin22 Pro открывали лонги по XRP еще 2 недели назад и первыми фиксировали от 50% чистого профита, потому что вовремя получили сделку от наших аналитиков. Но мы не просто ежедневно предоставляем прибыльные торговые идеи, а обучаем абсолютно каждого участника авторской торговой стратегии от наших специалистов с большим опытом работы на крипторынке, из-за чего все новички и не только смогут получить желаемый результат, особенно с круглосуточной поддержкой. Также у нас есть официальный сайт, где вы можете ознакомиться со всеми условиями и получить отчет последних сделок. Поэтому если вы желаете начать зарабатывать на таком активном рынке прямо сейчас, просто напишите нашим менеджерам по ссылке в описании и присоединяйтесь к подписке Pro уже сегодня. Что касается предстоящей конференции Ripple, ходят слухи о том, что они объявят о своем IPO, то есть о первичном публичном размещении акций, которые смогут купить розничные инвесторы на американских биржах. А как вы понимаете, когда любая компания становится публичной, это открывает новый хороший источник финансирования. А вот дополнительное финансирование позволит Ripple осуществить множество планов по масштабной интеграции XRP в мировую финансовую систему. И поскольку конференция проходит именно в Дубае, также ходят слухи о том, что Ripple планирует получить лицензию управления по регулированию виртуальных активов, или как ее называют VARA, в Объединенных Арабских Эмиратах. И эта лицензия будет регулировать работу Ripple на территории Эмиратов и позволит компании запускать множество своих криптопроектов, которые также связаны с монетой XRP. Со стороны движения цены 19 октября XRP пробил 100-дневную линию нисходящего тренда, и сейчас он торгуется в очень важном диапазоне, особенно если посмотреть на уровни коррекции Fibonacci. Ведь если в ближайшие дни цена закрепится выше этого диапазона, который поддерживал XRP после пампа в июле, цена может вернуться на летние максимумы и во время этого альт-сезона принести еще около 30% профита. А учитывая, что только в сентябре Ripple заключила ряд партнерств с британскими, сингапурскими и японскими финансовыми компаниями, которые теперь поддерживают трансграничные переводы именно в XRP, это весомые катализаторы, которые смогут обеспечить рост XRP в будущем. Но еще одной монетой, которая сейчас ведет активное партнерство с многими компаниями, связанных с денежными переводами, является Link. Да, Chainlink — это один из немногих проектов, который сумел заключить партнерство с многими финансовыми компаниями. И безусловно, самым важным партнером Link является главная платежная система мира под названием SWIFT, с которой они совместно работают над улучшением системы переводов. А зная, на что способен блокчейн Link, переводы между странами могут выйти совершенно на новый уровень. И сейчас Chainlink имеет более 2000 партнеров из разных областей. Это и мультинациональные банки, и крупные мобильные операторы, а также одним из последних партнерств стала интеграция с главной депозитарной и клиринговой корпорацией США DTCC, которая обслуживает все американские биржи, банки, финансовые организации, и через нее проходит сотни миллиардов долларов в сутки. Сейчас очень много мировых компаний постепенно начинают внедрять технологию блокчейна, а Chainlink выступает одним из тех, кто может справиться с такими сложными задачами. Вот поэтому он продолжает расти и каждый день фиксирует новые максимумы, что не может порадовать тех, кто купил его по $10 после моего совета из этого видео. Но Link еще не раскрыл свой потенциал на 100%, поэтому обязательно понаблюдайте за его ценой. Ну а третья монета, которая, кстати, уже провела важную конференцию, как у Ripple, стала ADA. Да, у проекта Cardano со 2 по 4 ноября, все в том же Дубае, проходил саммит 2023, на котором также обсуждались будущие планы по развитию блокчейна Cardano, и как результат, лишь за последние пару дней монета выросла на 15%. И как вы понимаете, когда монета показывает такой активный рост, он редко обходится без внимания крупных инвесторов, или проще говоря, китов. Так вот, по данным Sentiment, количество транзакций, которые превышают $1 миллион, выросло до 1740 4 ноября, что является самым
высоким показателям с января 2022 года. А если посмотреть на этот график, мы поймем, что киты начали накапливать ADA еще с 23 по 31 октября, когда адреса с балансом от 1 миллиона до 100 миллионов ADA купили 80 миллионов токенов стоимостью около 24 миллиона долларов. А если мы говорим о потенциальном будущем росте ADA, давайте посмотрим, насколько она остается ликвидной на данный момент. И в этом нам поможет показатель TVL, который показывает, сколько денег заблокировано в сети. На сегодняшний день TVL Cardano почти достигает 250 миллионов долларов, что является пиком 2023 года. И стабильный рост TVL указывает на то, что компания развивает свои новые проекты на сети Cardano, а инвесторы все больше блокируют токены ADA в стейкинг, чтобы получить самые большие проценты прибыли. И на предстоящем альт-сезоне ADA имеет очень хороший потенциал пробить новые годовые максимумы. Тем не менее, все будет зависеть от условий на рынке. Поэтому мы, как всегда, продолжаем следить за многими индикаторами и делиться важными сигналами в нашем телеграм-канале, где вас также ждет четвертая монета. Поэтому подписывайтесь, в комментариях напишите, какие вы монеты собираетесь покупать во время альт-сезона, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А вам я желаю удачи, до скорых встреч!